Никто и никогда в этом мире не восполнит ту зияющую пропасть, которая возникла после ухода такого человека. Но наш долг пытаться возместить эту потерю, каждому по мере его сил. Итак, господа, я заканчиваю. 3 года прошло с того дня, как перестало биться сердце барона Мюнхгаузена. И все 3 года этот прославленный герой живет в сердцах своих благородных соотечественников. И пусть памятник, который мы устанавливаем в его честь, станет символом... Символом вяло. Хорошо, пусть станет не только символом. Лучше. Пусть станет не только символом беззаветной любви города к своему гражданину. Лучше сказать, к своему великому сыну. Лучше. Пусть он станет источником отваги, смелости, родником живительного оптимизма, который никогда не перестанет бить. Лучше сказать, струиться. Но родником бьет. Иногда бьет, а иногда струится. В данном случае лучше, чтобы он струился. Хорошо. Но это не просто хорошо. Это благородно. Да? Вот если бы я умер, он обо мне этого не сказал. Вот интересно, что будут говорить обо мне на моих похоронах? Поживем, увидим. Ну вот, сегодня уже лучше. Который час, Томас? Часы пробили 3, барон упал в 2, стало быть, всего час. Что ты болтаешь? Нужно складывать 3 плюс 2. Это раньше надо было складывать, а теперь лучше его читать. Ваше Высочество, вы, конечно, помните эту историю. Помню. Наш барон в пылу битвы и не заметил, как очутился на разрубленной пополам лошади. На лбу у которой потом выросло вишневое дерево. Да, только это было в другой истории у оленя. У медведя. Подождите. А в этой истории барон ускакал на первой половине лошади и обнаружил это, только оказавшись у водопоя. Лошадь никак не могла напиться. Она пила, Да. а из нее лилось. Она пила, а из нее проливалось. Насквозь. А вторая? Что вторая? Что второе? Вторая половина что делала? Она подслась неподалеку. Которой же половине будем ставить памятник? Мы думали первый. А первый, Да, Пошли, это будет очень забавный памятник, Ваше Высочество. Очень. Своего рода символ. Я бы даже сказал так, шутка. Метафора. Когда прозвучит фраза, и пусть она струится в душе каждого истинного германца, из лошади польется вода. Прошу вас, господа, прошу. Прошу осмотреть предлагаемую модель. Правда, вода здесь льется в масштабе 1 к 10. Смешно. Да, да. В целом мне, господа, нравится. Очень, очень хорошо. Выразительная штуковина. Да, хорошо. Да, да. Жаль только, что одна половина. А что, если не побояться и Ликвидировать. Или приблизить. соединить? Вот. Так даже смешнее. Гораздо. И сразу польется вода. Откуда же будем лить воду? Из какого места? Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих, Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует. Не в пустыне же.
Господа, как известно, наш незабвенный барон Мюнхгаузен оставил след в сердце каждого жителя Ганновера. Не обошел он внимания у наших пастушек. Со своими воспоминаниями о покойном с нами поделится наша обожаемая маленькая Берта. Желаем ей успеха! Я была пастушкою, я пасла барашков и овец. Шел барон зеленою опушкой, и тот барон назвал меня подружкой, с ним мечтала под венец. Я была в грязи Нефертити, и барон был у меня в плену. Он шепнул со мной: не хотите полететь на Луну? Вы поверите едва ли, это было как во сне. Мы с бароном танцевали, мы с бароном танцевали, танцевали на Луне. Остановилась, и опять барашков я в носу. Все говорят, что я с ума свалилась, говорят, что просто мне приснилось приключение в лесу. Вы поверите едва ли, это было как во сне. Ну-ну, так нельзя, Фео. Будь мужчиной. Да, конечно. Это нервы. Прошу за мной. За мной, господа. Сюда. Господа, здесь вы видите близких друзей незабвенного барона. Ici, vous voyez des portées des amis du cher baron. Архимед, Ньютон, Шекспир и другие гении. Archimède, Newton, Shakespeare et les autres génies. Прошу. Вдова барона, сын, святой отец. La veuve, le fils, le Saint-Père. А теперь прошу всех в спальню. En même temps, nous passerons dans la chambre où monsieur le baron et sa femme ont dormi. Когда я слышу все это и вспоминаю, Господи, Господи, как мы несправедливы были к нему, как жестоки. Дорогой мой, кто же мог знать, что все так обернется? Мы были искренни в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза. Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают. Современники? Возможно. Но мы-то родственники. Мне страшно вспомнить. Я мечтал бы о дуэли с отцом. Я хотел убить его. Мы все убили его. Убийцы! Прекрати, Фео, мне надоели твои истерики. Нельзя вечно казнить себя. В конце концов, если сейчас, спустя 3 года после его смерти, вся Германия благоговейно произносит имя барона Мюнхгаузена, в этом прежде всего заслуга его родных. Мы издали полное собрание сочинений барона. Завтра в городе открывается памятник. Ну, что же еще? Ах, если бы он был жив. Вот если бы можно было время повернуть вспять. Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Время пусть идет, как идет. Нет! Прекрати! Ну, возьми себя в руки, Фео. Ну, возьми себя в руки, мальчик мой. Ну, хорошо. Мой родной, мой любимый, мой хороший. Что это у нас такое с тобой? Не знаю. Опять себя тянул за волосы. Ну, это же глупо. И очень больно. А вы что, пробовали? Упаси бог, баронесса. За что? Ого. Прошу прощения. Что? Спокойней. Что?
Господин барон просил предупредить. Они летят? Летят, господин барон, летят! Мама, они летят! Возьми себя в руки, сын. Они летят, мама! Феофил, вам не надоело? Так, они... Нет. Так. Пусть ну, попробует мама. еще разок. Фео? Нет, мама! Бросай! Оп! Оп! Ну кто же так бросает, мама? Еще разок. Сегодня я чувствую вдохновение, господин пастор. Будем бить через дымоход. Командуй, Томас! Внимание! Пли. Надо было подложить туда утку заранее, а потом дернуть за веревочку. Уверен, папа делал именно так. Не святотатствуйте. Тюльпанчики, по талеру за штуку. А гвоздики почем? По 2 талера. Как это по 2 талера? Они ж вялые. Вялые. Наш барон, пока был жив, тоже дешево ценился. А завял, стал всем дорог. Вялые. Ой. Да на, подавись. Иди. По 2 талера. Чем могу служить? Астры, цикламены, гвоздики. Нет, лучше фиалки. Фиалки. Лесной цветок. У меня оранжерейное растение, оранжерейное. Вот предлагаю. Настюрции по 3 талера за штуку. Нет, мой покойный хозяин любил фиалки. Грубый вкус. Что? Ваш хозяин не умел ценить истинную красоту. Да кто ты такой, чтобы рассуждать о моем хозяине? Господин барон. Не называй меня так. Я Мюллер. Садовник Мюллер. Понятно? Понятно. Господин Мюллер, господин барон. Я знал. Я не верил, что вы умерли. Даже когда в газетах сообщили. Не верил. И когда отпевали, не верил. И даже когда закапывали, сомневался. Как я счастлив, господин барон. Ну, не называй меня так. Говорят же тебе Мюллер. Вы для меня всегда господин барон. Ну, туда добавляй. Покойный или усопший. И тогда я пальнул в воздух. Попрощался со своей прошлой безумной жизнью и стал обыкновенным садовником по фамилии Мюллер. Странная фамилия. Обыкновенная. В Германии иметь фамилию Мюллер все равно, что не иметь никакой. Все шутите. Давно бросил. Врачи запрещают. С каких это пор вы стали ходить по врачам? Сразу после смерти. Говорят, ведь юмор, он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает.
Не всем. Тем, кто смеется, проливает. А тому, кто острит, укорачивает. Вот так вот. Как фрау Марта? Все хорошо. Мальчик родился. Ну? Да. Хороший мальчик. 12 килограмм. Бегает. Зачем? Ходит. Болтает. Молчит. Умный мальчик далеко пойдет. Чем же вы занимаетесь-то? И чем? Живу. Цветочки выращиваю. Красивые. А выгодные. По талеру за штуку. А если учесть количество свадеб, юбилеев, премьер, одни мои похороны дали мне денег больше, чем вся предыдущая жизнь. Господин барон, вы здесь на ночлег? Здесь. Что скажет фрау Марта? А уже сказала. Вот. Прости, дорогой, но мне все это осточертело. Осточертело. Пишется через «е». Ушла? От такого богатства? Имея дом, 4 экипажа, ушла от такой жизни пешком и на улицу. А вы? А я еще не сошел с ума. Простите, что вас побеспокоил. Господин Мюллер. Как ты меня назвал? Господин Мюллер. Простите, господин барон. Дорогой мой, как вы сюда попали? Через дверь, естественно. Боже мой, какая проза.
Я же вам, кажется, объясняла, что в этом доме существуют определенные традиции. Момент! Через окно. Ну? Ну. Ты спешишь ко мне? Не волнуйся, свои. Это безрассудство. Тебя могли увидеть. Кто-нибудь... Еще страшно сочту за обыкновенное провидение. Что тебе надо? Поговорить с тобой. Я не могу. Ты сошел с ума. Я занята. Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить на праздник? О, это нечестно, ты обещал. Ой, туда идут. Умоляю тебя, Карл, умоляю тебя. Давай поговорим в другой раз. Хорошо, сегодня в полночь у памятника. У памятника? Кому? Мне. Я здесь? Очень приятно. Прошу. Разве вы не умерли? Умер. Да, призрак, привидение. Ну что ж теперь делать? Бывает. Да, господа, да! Мой научный трактат окончательно разрушил последние возражения моих оппонентов и свидетельствует о том, каким порой извилистым путем шагает истина второй половины 18 столетия. А иными словами, в наше время, господа! Перед вами уже ставшая классической схема вытягивания самого себя из болота за волосы. Гениально в свое время проделано незабвенным бароном. Нынешние схоласты и демагоги еще кое-где и сейчас твердят: невозможно! Трусы и ретрограды! Я как близкий человек покойного, как его современник, неоднократно наблюдал этот взлет своими собственными глазами. Я как ученый-теоретик утверждаю, что главное – это правильно найти точку приложения рычага. Берется голова, берется рука, небольшое усилие. Ровно в полночь у моего памятника важный разговор быть обязательно. Вот и все. Вопросы есть? Господин бургомистр! Его высочество герцог опять промазали! 4-й раз гоним этого кабанчика мимо высочества, а его высочество, извините за выражение, может и может. Прикажешь прогнать 5-й раз? Нет, неудобно. Он его уже запомнил в лицо. Кто кого? Герцог кабанчика. Позор! Королевская охота! Докатились! С одним кабанчиком справиться не можем. Прошу прощения, господин бургомистр. Его высочество лесом недоволен. Темно, сыро, ну и вообще. А вот если бы ему, говорит, подстрелить медведя. Где я ему возьму медведя? А может, мы у цыган займем? А? Делайте, что хотите. Но чтоб через полчаса в лесу было сухо, светло и медведь. Сыро, темно, медведи. С ума можно сойти. Как будто он не знает, что все медведи у нас давно перевелись. Кстати, барон, я давно вас хотел спросить. Где вы, собственно говоря, доставали медведей? Уже не помню, по-моему, в лесу. Нет, это исключено. Они у нас давно не водятся. Нам нужно поговорить. Нет, ну докатились, а? Докатились, у цыган крадем медведей. А ведь были. Буквально. Родина и медведей. Угу. Теперь и это проблема. Вам сейчас не до меня, ровно в полночь у памятника. Правильно. Карл, мне без тебя очень одиноко. Мне не с кем ни поговорить, ни посоветоваться. По-моему, вот медведь. Да бог с ним. Не умеем при жизни ценить друзей. Понимаем их значение только тогда, когда они от нас уходят. Тогда я уйду. А мы суетимся, мечемся. А зачем это? К чему это? Вот только тебя не доставало. Шел! Расплодились.
Итак, господа, я пригласил вас, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Черт возьми, отличные фразы для начала пьесы. Надо будет кому-нибудь предложить. Карл, если можно, не отвлекайся. Итак, дорогие мои, 3 года назад по обоюдному согласию я ушел из этой жизни в мир иной. Между нами было заключено джентльменское соглашение о том, что ни я, ни вы меня беспокоить не станем. Я условия это соглашение соблюдал честно, чего нельзя сказать про вас. Ну, дорогой барон, оправдание потом. Пока вы хранили мое бренное тело, я старался не обращать внимания. Но когда вы стали отпевать мою душу... Подождите, я ничего не понимаю. О чем идет речь? Об этом. Полное собрание приключений барона Мюнхгаузена. Ну и что? Так я не понимаю, что не нравится-то? Кстати, прекрасное издание. Это не мои приключения, это не моя жизнь. Она приглажена, причесана, напудрена и кастрирована. Обыкновенная редакторская правка. Дорогая Кабин, ты же меня знаешь. Когда меня режут, я терплю. Знаю. Но когда дополняют, становится нестерпимо. Ну пойми же, наконец, дорогой мой, ты уже себе не принадлежишь. Ты миф. Кто? Миф. Легенда. И народная молва приписывает тебе новые подвиги. Народная молва не додумается до такого идиотизма. Ну, знаете ли. Да, господин Рамкопф, я требую изъять этой вздорной книги. Теперь о памятнике. Он мне не нравится. Взять хотя бы картину, где я шпагой протыкаю десятка англичан. Дорогой, но ты же воевал с Англией. Ну ты же прекрасно знаешь, что в этой войне не было пролито ни капли крови. А я утверждаю, что было. У меня есть очевидцы, у меня есть свидетели. Я не шел в атаку с таким зверским лицом, как изображено. Да ты никогда не видел себя со стороны. И не орал, англичане свиньи, это гадко. Я люблю англичан. Я дружу с Шекспиром, ты знаешь. Да, знаю. Короче говоря, я против этого памятника. Карл, как это дорогой против? мой, наверное, мы все виноваты перед тобой. Наверное, действительно допустят ряд неточностей. Но поверь мне, как старому другу, это произошло от безмерной любви. Но мы сейчас ничего не успеем сделать. От безмерной любви и уважения. А Бронесса права. Завтра 32 мая. Да. А Бронесса права. Ты уже себе не принадлежишь. Ты наша гордость. Да, поэтому и... Уже съехались гости. Да. Поэтому воздвигаем этот памятник. Ты что, хочешь сорвать нам праздник? А? Бог с ними, с неточностями. Через год воздвигнем другой, более достоверный. Я тебя спрашиваю. Ты хочешь сорвать нам праздник? Что случилось, а? Ты словно с цепи сорвался. Я же по лицу вижу, что что-то стряслось. Ну скажи мне, своему старому другу, что? От меня ушла Марта. Она с ума сошла. Неблагодарная дрянь. Кухарка. Она думает, это просто. Быть любовницей такого человека. Мерзавка. Мы ее вернем. Это не страшно. Действительно. Мы ее уговорим. Нет, вы ее плохо знаете. Чтобы вернуть ее, придется вернуть себя. Как это понимать? Я решил воскреснуть. Карл, ну ты сам понимаешь, что это нельзя. Зачем? Ну, Нельзя. Нет. Каждый же Нет. может. Зачем? Сразу Ну, бы, как мы каждый человек, все взрослые люди. Нет, Как же ты вы этого все-то не есть? сделаешь. Сделаю. Но вы умерли, барон Мюнхгаузен. Вы похоронены. У вас есть могила. Придется снести. Нет, могилу мы сносить не будем. Пойми, дорогой мой, в этой ситуации я вынужден буду принять экстренные меры. Угу. Меня это не остановит. Прощайте, господа, я искренне сожалею, но... Я тоже сожалею, но бургомистр не может позволить всяким самозванцам посягать на святые имена. Как интересно. А вы за это время очень изменились, господин бургомистр. А вы зря этого не сделали. Вот факты. Выписка из церковной книги, справка о смерти барона,
Квитанция на гроб. Казалось бы, доказательств более чем достаточно. Однако подсудимый продолжает упорствовать. Воспользовавшись своим внешним сходством с покойным бароном, коварно овладев его походкой, голосом и даже отпечатками пальцев, подсудимый наивно надеется нас обмануть и заставить узнать в себе нашего дорогого барона, которого мы 3 года назад торжественно проводили. Я отлично помню эту панихиду. Я сам его отпевал. Мы ждем, подсудимый. Вы отказываетесь отвечать на вопросы суда? Прекрасно. Послушаем голоса родных и близких. Вызывается в качестве свидетельницы баронесса Якобина фон Мюнхгаузен. Свидетельница, посмотрите внимательнее на подсудимого. Знаком ли вам этот человек? Да. Кто это? Это садовник Мюллер. Здравствуйте, садовник. А откуда вы его знаете? Он поставляет цветы на могилу моего покойного мужа. Свидетельница, простите за такой нелепый вопрос, но не похож ли подсудимый на покойного барона? Присмотритесь внимательнее. Некоторое сходство, возможно, и есть, но очень незначительное. Благодарю вас, баронесса. Фрау Марта! Фрау Марта! Фрау Марта! У нас беда, барон воскрес! Будут неприятности! Фрау Марта! Свидетель, можете ли вы хотя бы отдаленно признать в обвиняемом своего покойного родителя? Нет, никогда. Так, достаточно. Прошу избавить ранимую душу юноши от дальнейших расспросов. У меня вопрос к моему сыну. Протестую, это не ваш сын, это сын барона Мюнхгаузена. Да, конечно, извините. Хотя это звучит парадоксально. Очевидно, в этом есть какое-то непонятное свойство природы. Вино переходит в уксус. Мюнхгаузен Феофила. Ненавижу. Все, дуэль. Здесь же стреляться. Через платок. Протестую. Прекратите, свидетель. Вы не можете стреляться с обвиняемым. Вы барон, он садовник. Сядьте на место. Прошу господина бургомистра. Извините, я хотел бы уклониться от этой неприятной обязанности. Нет, это невозможно. Вы были другом покойного барона, ваши показания необходимы. Господин судья. Я же уже не молодой человек. У меня слабое зрение, совершенно ненадежная память. Я могу ошибиться. Но узнаете в подсудимом барона или нет? Не знаю. Ну, посмотрите внимательно. Ну, подойдите, посмотрите. У меня слабое зрение, тут главное... А вы на ощупь. На ощупь. Честное слово. Иногда мне кажется, что он... А иногда, что нет, так, кажется. Ну, могу ли я доверять собственному мнению, когда я полностью доверяю суду. Как решите, так и будет. Позор! Позор, это наш бургомистр. Ну что вы, господин бургомистр. Извините, господин судья. Извините, баронесса. Извините, подсудимый. Я на службе. Если решат, что вы Мюнхгаузен, я паду вам на грудь. Если решат, что вы Мюллер, посажу за решетку. Вот все, что я могу для вас сделать. Господин обвинитель, у вас все? Все, по-моему, достаточно. Подсудимый, нет ли у вас свидетелей в вашу защиту? К сожалению, нет. Есть. Есть. Так, прошу сделать перерыв, я болен, вот свидетельство. Так, судебное заседание переносится на завтра. Перерыв, перерыв, перерыв.
хочу сказать правду. Имейте в виду, фрау Марта, если он раскается, мы добьемся помилования. В противном случае, как минимум 10 лет тюрьмы. 10, фрау Марта! Успокойтесь, Генрих. Если человек хочет сказать правду, он имеет на это право. Мне бы хотелось только знать, какую правду вы имеете в виду? Правда одна. Правды вообще не бывает. Да, правда – это то, что в данный момент считается правдой. Разве этот сытый торговец, этот тихий семьянин Мюнхгаузен? Что вы, побойтесь Бога? Я восхищаюсь вами. За 3 года вам удалось сделать из моего мужа то, что мне не удавалось и за 20 лет. Право. Право. И теперь, когда мы совместными усилиями добились успеха, зачем же начинать все сначала? Я люблю его. А что она ему дала, ваша любовь? Серую унылую жизнь. Теперь скамью подсудимых. Завтра тюрьму или смерть. Имейте в виду, фрау Марта, если судебное расследование зайдет в тупик, мы будем вынуждены произвести экспертизу. Что это значит? А это значит, что его бросят в болото или заставят прокатиться на ядре. На настоящем ядре, фрау Марта. Да-да, на настоящем ядре. Господи, неужели вам обязательно нужно убить человека, чтобы понять, что он живой? Хорошо сказано. Очень. Но у нас нет выхода. И теперь, когда вы знаете все, решайте сами. И мой вам совет. Не торопитесь стать вдовой Мюнхгаузена. Это место пока занято. Подсудимый Мюллер, вам разрешено свидание. Согласна вернуться. Я буду терпеть. Меня никогда. Тебе грозит тюрьма. Чудесное место. Здесь рядом со мной Овидий, Сервантес. Мы будем перестукиваться. При свидании положено разговаривать. Разговаривайте. Карл, ты не знаешь самого главного. Они придумали какую-то страшную экспертизу. Наконец-то! Займемся настоящим делом. Нет, Карл, они хотят убить тебя, понимаешь? Ну что ж. Будем честными до конца. Нет, милый. Видно уж такая моя судьба. В самый трудный момент отступать. Я буду свидетельствовать, что ты Мюллер. Я предам тебя. Я скажу им, что ты садовник. Я твоя жена. Нас обвенчали в сельской церкви. У нас родился мальчик. Не делай этого, Марта. Господин Ранков. Не-не-не, ничего сегодня сделать не могу, ничего. В следующий раз, сегодня ничего сделать не могу. В следующий раз, пожалуйста. Господин пастор, попросите, чтобы меня пропустили.
Я ему тут собрал кое-что в дорогу. Все-таки путь не близкий. А ты что, и впрямь думаешь, что он долетит? До Луны, конечно. О, ее даже не видно. Когда видно, только дурак долетит. Барон любит, чтобы было потруднее. Поразительно. Что, Ваше Высочество? Я говорю, поразительно, как наш народ гармонирует с природой. О, я это запомню. Вы запишите. Лети, без истерики, умоляю тебя. Якобин, уже все готово. Оставь меня, мама! Туда нельзя, господин барон. Я имею право, да между Боже прочим. Это со мной, мой! Это со мной. Не сходи с ума, на нас люди смотрят. Хватит, я всю жизнь не сходил с ума. Мне это надоело. А вдруг этот садовник долетит, и мы опять останемся в дураках? Нет, такой случай упускать нельзя, я полечу вместе с ним. Куда? Иди сюда, иди ко мне. Во-первых, вы вдвоем сюда не поместитесь. Это исключено. Во-вторых, никакого полета не будет вообще. Никогда, я ж просил, судебная тайна. Ну хорошо, сугубо между нами, все заранее срепетировано. В пушку мы положили сырой порох. Зачем сырой порох? Ну не убийцы же мы. Он пролетит не больше 2 саженей и шлепнется на землю. Все будет доказано, и он вернется к своим цветочкам. Ну, а не будет тут ничего такого ненужного. Что, Ваше Высочество? Все пойдет по плану. После увертюры – допросы. Потом последнее слово подсудимого, залпы, общее веселье, танцы. Ну что же, в общем-то, задумано у тебя интересно. Да, задумано. Начинаем, фрау Марта. Прошу вас точно по тексту. Господи, прости нас всех, благослови и постарайся сделать так, чтобы, во-первых, все обошлось, а во-вторых... Некогда, господин пастор, некогда, пора начинать. Выпускайте фрау Марту! Хорошо. Розовое платье на сером фоне смотрится. Талия немного завышена, но в целом неплохо. Здравствуйте, фрау Марта. Вы принесли ходатайство о помиловании? Принесла. Зачитайте. Я, Марта, жена садовника Мюллера, прошу вас помиловать моего ненормального мужа. Разрешите хоть день поставить другой. Ни в коем случае все должно быть точно по тексту. Ваше Высочество, я припадаю к вашим стопам. Сего года, 1783 мая 32-го. Беспардонно, фрау Марта. Вы обещаете, что с ним ничего не случится? Я же объяснил, сырой порох, он вывалится из ствола и шлепнется здесь же на землю, под общий хохот.
Максимум легкие ушибы. Подсудимый, в целях установления вашей личности и во избежание судебной ошибки вам предлагается при свидетелях повторить известный подвиг барона Мюнхгаузена «Полет на Луну». Предупреждаю вас, вы имеете право отказаться. Нет. Я согласен. Ну, будем исповедоваться. Я это делал всю жизнь. Но мне никто не верил. Прошу вас, облегчите свою душу. Это случилось само собой, пастор. У меня был друг. Он меня предал. У меня была любимая. Она отреклась. Я улетаю налегке. Грубо. Как мы все-таки любим. Ты был всегда... Не это главное. Да. Зачем ты согласилась играть эту комедию? Я сделал это ради нашей любви. Я перестал мне верить. А почему не слышно? Я не понимаю, о чем они говорят. Ваше Высочество, подсудимый благодарит городские власти и одновременно как бы шутит со своей возлюбленной. Хорошо, особенно кружевной воротник и передняя выточка ему очень к лицу. И вообще он похож на покойного. Помнишь, когда мы были у Архимеда, он сказал, любовь – это теорема, которую нужно каждый день доказывать. Скажи мне что-нибудь на прощание. Что? Что? Ну скажи что-нибудь на прощание. Что сказать? Подумай. Всегда найдется что-то важное для такой минуты. Я буду ждать тебя. Не то! Я очень люблю тебя. Не то! Я буду верна тебе. Не надо! Они положили свой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл! Вот. Спасибо. Спасибо, Марта. Пусть завидуют. У кого есть еще такая женщина? Боже мой. Дочь аптекаря. Она и есть дочь аптекаря. Томас! Ты принес то, что я просил! Да, господин барон! Вот он! Этот сухой, проверенный! Да уж, рванет так рванет! Прощайте, господа! Сейчас я улечу. И мы вряд ли увидимся. Но когда я вернусь, в следующий раз вас уже не будет. Дело в том, что время на небе, на земле летит не одинаково. Там мгновение, тут века. Все относительно.
Впрочем, это долго объяснять. Господи, как умирать надоело. Зажечь фитиль! Ваше Высочество, ситуация критическая. Ваше Высочество, я его знаю, он не остановится. Сейчас все взлетит на воздух, Ваше Высочество. И я тоже? Я же говорю все. Где командующий? Командует. Ваше Высочество, я вас умоляю, сейчас же признать его бароном. Это не страшно, Ваше Высочество. Это можно трактовать как гуманность. Тем более вы сами говорили, он похож на покойного барона. Похож. Глаза смотрите на лицо. Да все, вылитый весь барон. облик барона. Похож. Ваше Высочество. Похож. А где командующий? Я уже ничего не понимаю. Так это он или не он? Не можешь потерпеть 2 минуты? Вы должны приступить. Ваше Высочество, я делаю все, что в моих силах. Это не надо, Евстафий Петрович. Остановитесь, подсудимый. Ваше Высочество, прошу вас. Ну вот что, наверное, мы тут все были в чем-то неправы. Господа, решением Ганноверского суда в связи с успешным завершением эксперимента Раз уж так все сложилось, так пусть уж идет, как идет. приказано, высочайшим повелением приказано считать подсудимого бароном Мюнхгаузеном. И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав. Вот этого мы позволять не будем. Виват, господа! Виват! Перед вами барон Мюнхгаузен! Это он. Карл, я узнаю тебя. Фео, ну что ж ты стоишь? Смотри, кто к нам приехал. Папа! 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 Подождите! Карл, я знал, но это все так неожиданно. Поздравляю от всей души. С успешным возвращением с Луны. И правда, в этот раз я не был на Луне. Как ты не был, когда уже есть решение, что был? Неправда! Незаметно присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Конечно. Когда мой муж летал, я безумно волновалась. Но могу сказать одно. Верила, что он вернется. Присоединяйтесь к нам, господин барон. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь к нам, барон. Господин барон, присоединяйтесь. Да, господа. Да. Это было уже 3-е путешествие на Луну моего мужа. Первые 2 мы совершили с ним вместе. Впрочем, я об этом еще напишу. Присоединяйтесь, барон.
Присоединяйтесь. Господи, если бы вы знали, как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал он летал, а тем, что не врет. Если обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Ты готова, Марта? Тома, ступай домой! Готовь ужин! Когда я вернусь, пусть будет 6 часов! 6 вечера или 6 утра? 6 дня! Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.